Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня мы с вами делаем вот такой декор. Покажу вам, как простую заготовку задекорировать, как рассчитать ровно все вот эти расстояния и, конечно, какие стразы, все размеры и шаг за шагом весь процесс работы. А сейчас приступим. Декорировать я сегодня буду шар 8 сантиметров диаметр, и чтобы оформить верхушку, я буду использовать стразовую цепочку 2,5 миллиметра и также филигрань 2,5 на 2,5. Я беру цепочку и обворачиваю вокруг макушки и смотрю, сколько же цепочки мне надо. Чуть-чуть беру с запасом на одно звено. Всегда можно ужать одно звено, чем не дорезать и затем подклеивать. И таких мне понадобится 3 отрезка. Я просто укладываю на стол. Вот так ножницами выравниваю. И отрезаю 3 таких отрезка, чтобы не считать звенья. Я беру цепочки, укладываю, чтобы мне удобно их было приклеивать. Наношу клей. Здесь я использую пластиковую картоночку такую от коробки, от любой подарочной коробки можно вот использовать. И я ее подклеиваю двухсторонним скотчем на стол, чтобы у меня ничего не скользило. И очень удобно на ней работать. Все вот так совмещаю, выравниваю и даю закрепиться. Если вдруг пинцету какой-то клей там остался, я вот беру и просто вот так на пилочку все вот так со всех сторон обтачиваю, и ничего не остается. Беру универсальный клей. Можно использовать любой клей, который у вас есть. Главное, чтобы он не желтел. И вот так наношу. Момент сюда не подойдет, так как мы не можем так быстро все намазать и закрепить аккуратно, а момент схватывается быстро, поэтому не совсем подходит для таких работ. Вот я наношу клей, беру стразовую цепочку. Так, что-то у меня здесь не совсем склеилось. Вот все 3 цепочки сразу укладываю и вот так пальчиком все расправляю, чтобы все приклеилось. И теперь вот здесь мы с вами добавим клея и склеим края. Обязательно все края надо склеить. Зажимаем, не забываем все поправить и даем закрепиться. И пока верхушка у меня подсыхает, я подготовлю вот эту металлический верх. Я беру и разрезаю, вырезаю серединку отсюда. Вот. Она мне мешает. Вот что получается. Все расправляю, выравниваю. И теперь совмещаю вот это отверстие с моей вешалкой. Вот таким образом. Вот так перехватываю и смотрю, сколько же мне здесь надо подогнуть, чтобы верхушка у меня полностью села. Беру пинцет и вот таким образом очень легко все подгибается. И так подготавливаем верхушку для работы. У нас все подсохло, и теперь примеряем нашу верхушку. Вот я вижу, что она прямо идеально садится. Я немного ее вот так разжимаю и ленточку сюда в середину протаскиваю. И теперь все назад выправляю ровненько. Беру клей и полностью наношу клей вот на всю эту платформу. Платформу заранее подготавливаем. Я показывала, чтобы все было ровно. И вот так наношу по всей платформе клей. Так, сейчас клей убираем. Можно не спешить все это подклеивать. Кидать все не надо. И вот так аккуратненько мы садим нашу верхушку. Так, сейчас поправлю. Вот. И у нас все идеально садится.
вешалку расправляем и даем закрепиться. И как я уже не раз показывала, чтобы не ждать, я беру и вот так наискосок закрепляю иголочками. И можно будет продолжать дальше работу, а тут все будет закрепляться. Вот таким образом. Для работы я буду использовать вот такую филигрань. Размер филиграни 55 на 15, и мне понадобится 10 штук. Берем первые 6 штук и немного вот так вот подгибаем. Подгибаем именно под пальчик, чтобы у нас не получилось слишком резкие подгибания. Вот, и вот надо, чтобы вот эти края здесь не торчали. Поэтому еще чуть-чуть. Вот так подкладываем, смотрим все вплотную. И вот так мы подгибаем все 6 штук. Чтобы у нас все подготовить. Можно это делать потом, но я люблю, когда все подогнуто и все подготовлено. Можно проверить, можно даже чуть-чуть больше, чтобы вот так отпружинивало, потому что мы все равно будем все пришивать. И продолжаем работу. Теперь берем филигрань и первую филигрань будем подшивать вот где у нас идет склеивание шаров. Нам надо разделить шар на 6 частей. Вот я подсунула под низ сюда филигрань и выравниваю вот с этим швом. Если мне надо, подворачиваю еще край. Обязательно вот здесь заправляем вовнутрь. Когда я убедилась, что все ровно, я вот так подкалываю с одной стороны и с другой стороны, чтобы у нас все держалось. Так, можно вот так. Главное, чтобы все держалось. И теперь на противоположную сторону делаем точно так. Вот, выравниваем, где у меня шов, подсовываем и закрепляю. И теперь нам надо каждую сторону разделить еще на 2 части. Я беру 2 филиграни и также вот подсовываю под низ одну и вторую. И выравниваю так, чтобы все вот эти расстояния у меня между собой были одинаковые. Если вы сомневаетесь, то, конечно, берите линейку и измеряйте. У меня все вот вроде бы все отлично. Я сначала подколю и еще раз потом проверю. Можно даже по одной иголочке, чтобы просто посмотреть, ровно ли у меня все. Вот, сейчас я вижу, что здесь у меня расстояние чуть-чуть больше, чем вот здесь. Значит, двигаю вот так. И тут выравниваю. С первого раза даже у меня не получается, хотя, как я говорю, глаз алмаз. Вот сейчас меня вполне устраивает результат. Все у меня ровно. И также поступаем со второй стороны. Так, вот это надо сразу подогнуть. Одну и вторую. Тоже выравниваю. Следим, чтобы здесь у нас расстояния также были все одинаковые. И подкалываю одну часть и вторую. И смотрю, все ли одинаково. Вот мне все кажется, здесь чуть больше, здесь чуть меньше. Значит, снова. Но обязательно, чтобы все у нас было ровно. И вот так продолжаем работу. И когда я убедилась, что все у меня ровно, я беру иголочку и буду пришивать. Вот этот край обязательно должен быть вот здесь, чтобы он у нас закрепился. И подсовываю иголочку под филигрань и вот высовываю вот сюда. Узелок у меня спрятался под низом, и так как иголкой через филигрань нельзя пройти, я просто прохожу через отверстие, а затем возвращаюсь вот так через низ, снова выхожу через филигрань. Так, сейчас. Вот.
Придерживаю, чтобы у меня никуда ничего не убегало. И несколько раз вот так закрепляю филигрань. И затем, не отрывая нитку, я как бы вот так прохожу в следующие вот эти отверстия. Так, выхожу иголочкой через филигрань. Вот, и теперь из-под низа вот так снова выхожу вот сюда. И филигрань у меня будет прикреплена. Делаю примерно 2-3 стежка. Этого вполне хватит, тем более потом еще будет клей. И вот филигрань у меня пришита. И так пришиваем все 6 штук. Ну вот так увлеклась работой, что уже начала делать следующий этап, совсем забыла. У нас еще 3 заготовки вот такие, и я эти заготовки нарезаю наполовину. Вот так беру с одной стороны. Вот эти кончики тоже надо отрезать, чтобы они не мешались и хорошо смотрелись. Вот. И таких у нас 6 штук. 4 я уже пришила. Так, берем заготовку и вот так тоже ее вот так загибаем, чтобы здесь у нас все вплотную подходило. И будем вот таким образом мы пришивать. Я также беру иголку, прячу узелок под низ, здесь вот подлезаю. Так, сейчас, вот. Вытаскиваю через филигрань иголку. Так, еще раз ровненько все укладываю, придерживаю, и вот из-под низа снова вот здесь вот выхожу иголкой. Снова я выхожу через филигрань. Конечно, это все пришить занимает кучу времени, но ничего, как бы я не спешу, и надо все аккуратно делать. И тоже примерно 2-3 стежка делаем. Так, сейчас я поправлю филигрань. Вот, и еще нам надо вот закрепить еще в одном месте, чтобы у нас ничего не двигалось. Я также иголочкой вот выхожу сюда. Снова через филигрань. И теперь уже через ткань. И снова пытаюсь или вот сюда, или выйти просто, если не получается через филигрань, так как тут маленькое расстояние. Вот такой маневр. Выхожу на другую сторону, зачем через филигрань, снова филигрань и ткань. И можно иголочкой еще вот сюда выйти, чтобы уже закрепить нитку. Вот, и здесь, где вот я пришивала, закрепляю иголочку и делаю узелок. Вот. И вот у меня пришита еще одна деталь. И пришиваем на все свободные детали, места. Верхушка у меня ровно подклеилась, и я буду декорировать вот такими стразами. Верхушку можно декорировать любыми стразами, которые у вас есть. Главное просто, чтобы она была красивая. Вот вы видите, она получается такая плоская, очень красиво и аккуратно. И я просто беру клей и подклеиваю. Здесь я уже говорю, можно просто покрыть стразами, можно вот такие ромбовидные, как они у меня есть, можно каплевидные, любые стразы, которые у вас есть, задекорировать, чтобы у нас блестело. Вот, поближе покажу. И сейчас между ними подклею розовые стразы. И тем самым я украшаю и верхушку, и скрываю все недочеты, которые у нас там внутри.
Я помню время, когда вот эту верхушку никто не украшал, а оставляли как есть. И вот что получается. Для декора вот тут серединок я буду использовать вот такие ромбовидные стразы. И размер у меня 7 на 15. И мне понадобится 6 штук, так как у меня 6 вот этих заготовок. Я всегда заранее все вытаскиваю, чтобы знать, где и сколько мне надо. И для обрамления буду использовать цепочку 2 миллиметра. Так, сейчас запишу, чтобы все было, потеряла ручку. Вот. Значит, стразы у нас 7 на 15 миллиметров. И 2 миллиметра стразовая цепочка. Вот эти стразы у нас 7 на 15 и цепочка 2 миллиметра. И чтобы обрамить вот эти стразы, у меня с одной стороны будет 7 звеньев, с другой 9 звеньев. И я просто беру и нарезаю. Сначала 1, 2, 3, 7. И мне таких 6 штук надо. 1, 2, 3. И затем также 9. 1, 2, 3, 4, 9. Все это складываю в разных местах, чтобы не путаться. 1, 2, 3, 4. Вот. И подготавливаю так все материалы. 1, 2, 3. 6 таких и 6 таких. И также для работы мне понадобятся вот такие капли. Тоже можно использовать чуть больше, чуть меньше. Здесь значения не имеет. И мелкие стразы у меня розовые буду использовать микс. Вот, вытаскивать из микса и подклеивать. Все материалы я подготовила. И работу начинаем снизу вверх. Не сверху вниз, а именно снизу вверх. Объясню почему. Когда мы начинаем работу сверху вниз, мы можем переложить этих камней, как бы слишком большие или наоборот мелкие, и к низу у нас это будет не очень плавно смотреться. Если мы делаем декор снизу вверх, то мы уже видим, как он делается, и примеряем больше, меньше камни. Поэтому, ну, не знаю, мне так удобнее. Поэтому именно так я и делаю. И сейчас приступим. И я беру клей, использую универсальный клей Уху. Можно любой другой универсальный клей, с которым вы работаете. И вот сюда наношу достаточно много клея, делаю платформу, чтобы посадить страз. Страз у меня неровный, вот такой угловидный, поэтому я делаю платформу клеем, чтобы полностью посадить на вот этот угол. И здесь еще отверстие в филигране, и очень удобно садится. Я подождала буквально 10-15 секунд и вот так укладываю камень. Так, у меня тут запуталось чуть-чуть. Так. И теперь беру одну вот такую полоску, 7 миллиметров, 7 звеньев и 9 звеньев. И наношу клей. Сначала я всегда подклеиваю длинную полоску. Мне удобнее, так как я сразу могу вот здесь выровнять все эти края. И затем уже подклеиваю, где 7 звеньев. Вот длинная. Вытягиваем одну вверх и одну вниз, чтобы у нас получилась красивая капля. И теперь вот сюда наношу клей. И также на вот эту цепочку боковинки, чтобы подклеить именно края вот эти. Соединить. Здесь у нас одно звено наверху, а вот здесь между уже 8-е звено соединяем вместе. И здесь тоже крайнее. Вот здесь оно как бы у нас торчит. И вот соединяем все вместе. И вы посмотрите, получается ровно и красиво. Сюда мы подклеиваем вот такой страз каплевидный. У меня смотрит капля вниз. И сейчас возьму, так, сейчас вернусь. Вот я взяла бумажку, чтобы высыпать стразы, и затем их удобно насыпать, чтобы не на стол, а на бумажку.
Так, вот распределяю, чтобы рассыпаю, чтобы удобнее было все высмотреть. И теперь беру страз средний, не маленький, не большой, а именно средний. И вот наношу клей. Так, чуть-чуть клея убираю. И вот. Вот что получается. И вот таким способом украшаем все 6 вот этих деталей. И сейчас покажу, как украсить вот эту маленькую деталь. Здесь я использовала вот такие каплевидные форму страз, но на этот раз у меня не оказалось каплевидной. Я взяла примерно такого же размера вот такой овальный страз. Он у меня в цапе, но я снимаю цап. Вот так. Можно приклеить цапи, но он получается слишком высокий. Это можно делать ближе к верхушке, там не так заметно. Так что вот я вытаскиваю, и вот у меня сам страз вот так вот выглядит. И, конечно, под него подрезаю цепочку. Здесь уже каждый подрезает именно под тот размер страз, который у него есть. Цепочку я использую 2 мм. Я также беру клей. И вот сюда наношу, тоже делаю платформу, так как страз у меня неровное дно. Вот оно такое. Даю немного клею загустеть и накладываю страз. Он сначала будет падать туда-сюда, не надо этого бояться. Вот берем, наносим вот так клей. Здесь уже можно вот так прокручивать, чтобы было удобнее работать. Так, и с этой стороны. И беру цепочку и обрамляем страз. Так как он овальный, здесь уже все равно, с какой стороны будет склейка. И вот так ровненько все подводим, чтобы у нас все ровно лежало. Все поправляем, если где-то кривенько. И, конечно, все края склеиваем. Вот что получается. Так, чуть-чуть еще сделаем более овально, вот так. Вот. Сюда я подклею каплю. Также капля у меня смотрит вниз. И сюда еще маленький страз выберу из вот этого микса. И вот что получается. И так декорируем полностью весь шар. Потом продолжим дальше работу. И вот что у меня получилось. Как вы можете видеть, когда мы заполняем снизу вверх, мы постепенно видим, как вот стразы огибают игрушку. Если бы мы делали наоборот, нам бы этого не совсем было видно. И наверху я буду также вот такие овальные стразы использовать. Они у меня в цапах. И именно в цапах я буду их использовать. Здесь у меня были каплевидные, но таких у меня уже больше нету, поэтому вот можно использовать любые. Размер тоже вы подбираете уже, как вам лучше подходит здесь. Возможно, кто-то работает более плотнее, более широко клеит цепочку, поэтому здесь камни подбираете уже именно те, которые подходят вам. И вы видите, что ближе к макушке можно использовать более крупные камни и более высокие. Вот я их прямо вот так в цапах и буду приклеивать. Так, где мой клей? Потеряла клей, вот он. И прямо вот такой большой слой наношу на филигрань. Также даю немного постоять, потому что если сейчас жидкий клей и я вот это налеплю, то он просто вылезет из-под стразины. И теперь вот так накладываю. Жду, пока приклеится, потому что страз в цапе он тяжелее, чем просто без, и может скатываться. Поэтому даю закрепиться. И пока подготовлю остальные. Нам надо таких 6 штук. Вот вы видите, здесь они у меня вот такие каплевидные.
Так что можно использовать любые стразы, которые у вас есть, и все это можно сочетать. И, конечно, продолжаю работу. И так как вот я подклеиваю большие камни, то здесь немножко другая форма и остается пустое место. Вот здесь вы видите, я удлиняла форму за счет каплевидного страза. Здесь остается место, и я решила вот такие стразы добавить. Каждый, конечно, смотрит, что у него получается. И если надо, конечно, добавляем. Если не надо, не добавляем. Вот, чтобы заполнить вот это пустое место. Поэтому, видите, в каждой игрушке индивидуально все это дело происходит. И продолжаю работу. И я вот работаю сама и просто удивляюсь, как это красиво смотрится. Посмотрите, как все шикарно. И я сама в восторге. Здесь тоже красиво, все красиво, но здесь кажется больше камней за счет того, что вот эти камни немного крупнее, но они совсем не смотрятся лишними, вот они так прямо вписываются в дизайн, и все красиво получается. Так, нанесу клей еще, дам закрепиться как раз вот сюда. И вот так медленно, но уверенно я двигаюсь к цели. Вау, какая красота! Так, теперь все это должно закрепиться обязательно. И как закрепиться, я вернусь к вам, покажу окончательный результат. Ну вот, теперь этот шар у меня высыхает. Теперь мне кажется, что здесь чего-то не хватает. Вроде бы здесь заполнено, но все же чего-то не хватает. И я решила взять микс и дополнить мелкими стразами. Вот немножко вот так, чтобы видно было размеры лучше. Потому что когда они все в кучке, тогда не видно. Немножко вот так распределяю. И вот сюда по обе стороны добавлю по маленьким стразам. Вот прямо туда вот они просятся. Вот. Совсем маленькие. Немного-немного блеска. Да, шикарно. Чтобы вот это пустое место. И вот что у меня получилось. Они просто потрясающие. Мне очень нравится. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Конечно, буду делиться новыми идеями. В этом комплекте будут еще несколько игрушек. Все будут украшены в одном стиле, но разный дизайн. Если вам интересно, оставайтесь на канале, и мы совсем скоро встретимся. Творческих успехов и до скорых встреч. Пока-пока.